36-й серии аниме «Блич. Тысячелетняя кровавая война» нам раскрыли истину происхождения Нему Куроцучи и ее взаимоотношения с Майюри. Оказалось, что она искусственно созданная душа, вот только не такая, как Кон, а совершенно иная. Майюри смог сделать невозможное, но об этом расскажу вам я, Стил, ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А серия начинается со смеха Куроцучи Майюри. В который раз нам показывают этот момент? В третий? Ну да, в третий. Я бы мог подумать, что они так забивают хронометраж, но нет. В серии есть новая сцена. Кстати, в этот раз, в отличие от предыдущего, Майюри спрашивает о Шисоги Джиза, не болит ли у него животик, и упоминает, что сделал его специально беззубым. Как и в прошлой серии, Банкай Майюри взрывается, только теперь Куроцучи стильно уклоняется от выстрела. Пернида жив, даже после того, как его проглотили. Левая рука короля душ все-таки. Было бы слишком легко, если бы она умерла так просто. Левая рука, которая называет себя Квинси. Просто чтобы вы знали, король душ был в начале всего сущего, а следовательно, он владел всеми силами, которые существуют в трех мирах. Неудивительно, что одна из его частей встала на сторону Квинси. Однако сам Майюри удивлен не тем, что рука называет себя Квинси, а тем, что ее голос постоянно меняется, а словарный запас увеличивается. В видео, посвященном позапрошлой серии, я говорил, что рад тому, что нам в озвучке меняют голоса Перниды по мере того, как он эволюционирует. Собственно, если вы послушаете оригинал, то услышите там попеременно нотки голоса Зараки, а через некоторое время после прикосновения к Майюри и нотки голоса самого Майюри. Его ехидный смех и стиль речи. Да, в манге это было сказано текстом, но аудиальное повествование в аниме тоже отлично сделано. А мне еще в комментариях не верили. Более того, Пернида начинает действовать тактически, например, разворачивая в полете стрелу своими нервами. Это уже тактики явно не уровня Зараки. Тактики уровня Зараки — это тупо бежать вперед. Тем не менее, тактика сработала, и Майюри бы проиграл, если бы не Нему, которая перехватила стрелу и сразу же отделила свою руку. Момент даже в манге очень крутой, а в аниме, да еще с замедляющейся музыкой, крутота. Вообще, последние 3 серии, которые идут по большей части по манге, отличаются тем, что долгие разговоры Майюри или Кяраку разделяются быстрыми боевыми сегментами. Это вам не Исида против Ренджи, где махач, а аниматоры показывают пик своего скилла в постановке нового боя. Эта серия тоже не исключение, ведь она идет с точностью по манге. Так что все диалоги и действия персонажей в бою против Перниды — это доскональный перенос оригинального контента манги. Ну, почти. Разозлившийся Майюри по манге хватает Нему за голову и швыряет о стену так, что она разлетается на части. Согласитесь, странное действие, особенно если учитывать, что дальше выясняется, что он в ней души не чает и все такое. В аниме он хотя бы бросил ее боком, так, чтобы она прокатилась по крыше. Да, Майюри зол как черт, и становится понятно почему. Он создал Нему. В прямом смысле создал из пробирки, учил новому, и теперь она решила выбросить все эти годы на свалку, просто упав на нервы Перниды. Он называет ее Немури Нанаго, то есть в переводе «спящая номер 7». Впервые за много лет, и на лице Нему даже начинают появляться человеческие эмоции. Он отчитывает свою искусственную дочь, и в небольшом флешбеке показывают чуть больше, чем в аналогичных фреймах манги. В манге это всего одна страница, где не показано по сути ничего. В аниме же нам показывают то, как Майюри выглядел тогда, промежутки между арками Маятника и вторжением в сообщество душ. И судя по всему, именно тогда он начал разрисовывать лицо черной краской. Дальше Нему передает своему отцу заменитель плоти, и после пары фраз снова начинается боевой сегмент, который, как обычно, отлично срежиссирован. Тут и Майюри летает на своих тягах на реактивной тяге, уклоняясь от стрел Перниды, и Нему бегает по стенам, и пару моментов даже можно назвать Сакугой. В это время Майюри рассказывает свой гениальный план по победе над Пернидой. Сердце остановится, веки не поднимутся, ну вы и сами все это слышали
после в серии, но происходит облом. Пернида уже достаточно давно соприкоснулся с Зараки и прямо как он отрывает часть своего тела, а именно палец, чтобы разорвать связь со стрелой, в которую введен препарат. Майюри испугался за жизнь Нему, которая выросла уже настолько, что сама принимает решения, и это его подводит. Он упускает противника из виду, а тот уже использует способность Банкая самого Майюри и отделяет от себя слои эпидермиса, пораженные препаратом, замораживающим нервы. И нас снова прерывают на флешбэк, в котором маленькая Немури спрашивает Акона, почему Майюри не зовет ее по имени. И тут опять начинаются перипетии японского языка, которые я должен пояснить. Ее изначальное имя, то есть первое, что она услышала, было Немури Нанаго, то есть спящая номер 7. Ведь это был 7-й проект Куроцучи. Но по мере роста девочки Майюри перестал называть ее по номеру. Если верить тому, что написал переводчик манги, то теперь Куроцучи зовет ее Нему, что означает «любимая дочь». Если есть те, кто шарит за японский язык, то прошу в комментарии. Однако, если это правда, то данный факт дает еще больше погружения в их взаимоотношения. Акон рассказывает, что проект Немури в переводе «Сон» включал в себя 7 попыток. Первые 3 неудачные, у 4-го в пике развития появился мозг, 5-й же смог развиться до утробного плода. Именно благодаря наработкам 5-й попытки Майюри смог изменить свой зампакта так, чтобы достичь некоторого подобия Банкая. Да, вы все правильно поняли. Майюри не получал Банкай обычным способом, через долгие тренировки и согласие с духом своего меча. Он попросту изменил свой занпакта так, что появился Банкай. Условие для того, чтобы стать капитаном ГТ-13. Я тут подумал... Бедный Ашисоги Джиза, не повезло ему иметь такого хозяина. Но я отвлекся. На 6-й попытке существо смогло прожить 2 года, после чего клетки перестали делиться и он умер. А вот 7-я попытка оказалась удачной. Немури Нанаго росла и росла, а Майюри не мог найти себе места от счастья. Дальше в аниме происходит перерыв на офигенный кат с Нему, которая летит спасать своего отца, но он снова прерывается уже другим флешбэком. В нем Нему и Акон идут по Нии Шинигами. Их диалог вы и сами слышали в аниме, не буду пересказывать. Тут стоит пояснить то, что опускается даже в английском переводе всего Блича, не говоря уж про русский. Если раньше в серии упоминалось слово «конпаку», то тут Майюри употребляет уже другой термин – «тамаши». Казалось бы, что одно слово переводится как душа, что другое, но в Бличе это 2 абсолютно разные вещи. Как мы знаем, в мире Блича после смерти остается призрак, которого называют плюсом. После ритуала Кансо, который проводит Шинигами, его душа, Тамаши, отправляется в Рукангай, где из духовных частиц Рейши она получает себе Рейтай, духовное тело, в котором живет. А вот совокупность духовного тела Рейтай и бессмертной души Тамаши и называется Конпаку. Именно в облике Конпаку и находятся все живущие в Рукангае, а также Шинигами. После смерти же Конпаку распадается, становясь обратно Рейши. А что же происходит с Тамаши? А Тамаши проходит цикл перерождения и, полностью очистившись от воспоминаний и любых духовных следов, вновь отправляется в мир живых, и там рождается новый человек. Таким образом, Тамаши циркулируют по кругу перерождения. Как мы знаем, в мире Блича существуют так называемые модифицированные души, то есть такие как Кон. В оригинале они называются Кайзо Конпаку. Принципиальное различие Кона от Нему в том, что Кон не обучается сверх заложенной ему программы. Он имеет характер, но не более. Нему же это душа, которая превосходит предел обычной программы. Она растет и учится. Майюри не поверил своим глазам, когда чуть дальше в серии Нему прямо воспротивилась его приказу. Тем не менее, настолько великий успех наложил отпечаток, и Майюри попросту стыдится своей удачи. Он не хочет, чтобы Нему поняла, насколько сильно он рад каждому дню, проведенному с ней, и поэтому, да, ведет себя с девушкой как мудак. Швыряет
нравится ей, отдает на растерзание Заэлю, но при этом следит, чтобы она росла, развивалась и ни в коем случае не умерла. Потому что когда она поймет его любовь, то сделает примерно то, что и происходит в серии. Надеюсь, я дал достаточно бэкграунда, чтобы вы полноценно осознали, насколько эта серия душевная. А взамен я многого не прошу. Лайк, подписку. Ну или если вас настолько воодушевила моя речь, то можете смело подписаться на Boosty, где скоро в раннем доступе появится 45-минутное видео про Яхве, главного героя аниме Bleach. Подписаться можно по первой ссылке в описании или отсканировав QR-код. Спасибо всему Бустею 13, но особенно Onyx Dragon, Night Kiwi и Николаю Бондаренко. Итак, Нему решает защитить своего отца. И если вы думаете, что я снова буду пересказывать серию, то нет. Вас ждет еще одна лекция. Правда поменьше. Нему делает выстрел Гикон Джуринджу, отделив от своей души 6%. Самые умные среди вас уже тянут руку, чтобы спросить меня, а это душа, это Канпаку или Тамаши? Ну, конечно же, Канпаку. Техника отсечения души так и называется — Канпаку Сессаку. Жертва всего лишь 6% приводит к очень мощному выстрелу, который не просто пробивает Перниду насквозь, а скорее искажает пространство в месте, где находится Пернида. Видите, как исказился его глаз? А знаете, какая еще техника искажает пространство? Гран Рейсера. Не верите? Смотри, пространство опять искривилось. Гран Рейсеро. Разве можно использовать эту технику под куполом дворца Лас-Ночес? Я не утверждаю, что Нему владеет силой Аранкаров. Скорее, ее техника отсечения души работает по схожим принципам, что и Гран Рейсера и Спады. Потеоретизировали и хватит. Лучше поглядите, насколько шикарно выглядит Гикон Джуринджу в аниме. Мое уважение аниматорам, шикарная работа. Гикон Джуринджу. А затем происходит сцена, на которой, если ты не плакал, то у тебя нет сердца. Как минимум сердечко ёкнуть должно было. Смерть происходит резко, внезапно и, очевидно, необратимо. После такого не выживают даже в сёнэне. И я благодарен студии за то, что они не стали цензурить этот момент ни на йоту. Вся сцена, особенно в сочетании с музыкой, дают просто невероятное чувство. То самое чувство, которое ощущает сейчас Майюри. Отчаяние. И в этот миг отчаяния в больном воображении Куроцучи всплывает Заэляпора. Не надо придумывать шизотеорий, он все так же мертв. И его не существует в 3 мирах, а он просто пришел как воспоминание. Воспоминание о совершенстве, о знаменитом монологе Майюри, который сам, как и Заэль, тоже думал, что достиг совершенства. Майюри разозлен таким появлением голоса в голове и с раздражением убирает его. Пернида же с радостью пожирает остатки Нему, явно подражая на этот раз уже Ашисоги Джиза. Но Майюри выхватывает оставшийся от Нему мозг, вследствие чего левая рука короля душ, рука прогресса, погибает от бесконечной регенерации. Иронично на самом деле. Пернида напоследок ломает Майюри ноги, и офицеры 11-го отряда по просьбе Куроцучи относят того к контейнерам. Вы же помните, что я просил вас запомнить эти контейнеры? Так вот, в них лежат капитан Хицугая и лейтенант Мацумото, освобожденные от пут зомбификации. Правда, их продолжительность жизни сократилась, но шинигами в принципе долго живут, так что проблемы особой нет. Сам же Майюри вместе с Зараки укладывается в контейнеры для восстановления тела до нормального состояния, и нам показывают ту самую сцену из манги, да еще и без цензуры. То есть персик руки мы вырезаем, а здесь нет? Ну ладно, я не против. Против только YouTube. Ну а после эндинга нас ждет новая сцена. Да-да, вы не ослышались. Нам показывают, как Жизель и Лильтота входят в Вельт.
где их уже ждут солдаты. Стоп, их же всех убил Яхве при помощи Аусвелена. Это не настоящие солдаты, а какие-то миньоны, созданные Яхве. Ну, тогда нет проблем. Отряд девушек Квинси снова в сборе, хоть некоторые из них и в виде зомби. Зато теперь мы точно можем понять, почему Менинес и Кэндис появляются в новеллах. Видимо, после Аусвелена Жизель, у которого осталась базовая способность поднимать зомби, вернула своих подружек к некоторой подобии жизни. Они все потеряли фальштендинги, но для раскидывания рядовых врагов и этого хватит. Затем еще одна сцена, на этот раз переделанная из манги. Помните, я говорил, что ее скорее всего вырезали? В манге нам показывают безымянного солдата, которому Хашвальд приказывает следить за Урю, а потом приходит Бас Би. В аниме же солдат 4, и они уже все в масках. Можно предположить, что это такие же миньоны Яхве, а не живые Квинси. Однако смысл сцены не меняется. Бас Би также приходит к Хашвальду, но серии флешбека не будет. Ведь, судя по поэме, в конце серии нас ждет продолжение боя Кёраку против Баро. А что вы думаете о 36-й серии? Впечатлила ли вас история Нему и Маюри? Зацепила ли струны вашей души? Напишите об этом в комментариях. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.